Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Расклад Таро для мужчин. Тянет ли ее к вам? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Загадайте женщину, которая вас интересует. Итак, смотрим. Какая сейчас у вас ситуация для начала? У вас, знаете, у вас нет стабильности в жизни. Скорее всего, у вас семьи как таковой нет. Семья, скорее всего, разрушена, нет стабильности. Даже, может быть, ваше эмоциональное состояние тоже нестабильное. Знаете, вот настроение может прыгать. То есть настроение, то нету. То хочется плакать, то смеяться. Ну, такие эмоциональные качели. Знаете, семья у вас как бы осталась в прошлом, но все-таки мысли о создании новой семьи вы не оставляете. Сейчас у вас, конечно, в приоритете работа. Рядом серьезных отношений пока я не вижу. Работа, работа, еще раз работа. Это ваш главный верный друг на сегодняшний день. Так. Какая женщина к нам сегодня пришла? Может быть, кто-то узнает свою женщину, которая вас интересует? Так. Женщина, знаете, это человек, которого вы не то что любили, вы боготворили. Вот она была для вас целым миром. Вы очень долгое время, знаете, вот жили как на пороховой бочке с этой женщиной. Она то ли очень агрессивная сама по себе, либо же вспыльчивый характер. Ну, то есть с ней жить было вам очень и очень непросто. Вы вкладывались всецело в эту женщину, очень много вы вкладывались, все, что могли. Ведь не обязательно вкладывать золото, бриллианты, миллионы, да, вы просто от души делали, вы давали, пусть даже, может быть, немного, да, но все, что у вас есть, вы старались отдать, вы старались все заработать, чтобы она ни в чем не нуждалась, в общем-то, ну, в меру своих возможностей, конечно. Женщина, знаете, она вот убила вас наповал очень и очень резко. Это могло быть либо же какое-то известие, да, о ее предательстве, когда вы узнали, либо же кто-то увидел это предательство. Это вот, знаете, как гром среди ясного неба для вас было. После семьи, конечно же, после разрушения семьи, у вас началась жизнь с чистого листа. Вам пришлось учиться жить одному. Конечно же, это очень непросто. Понятно, что много советчиков сразу появляется в таких ситуациях, да, появляются родственники, друзья, приятели, начинают утешать, там, рассказывать, какая она такая сякая, да, но ведь это особо вас и не утешит, да, мало кого утешат, просто слова, да. Для этого надо просто пережить, как я уже не один раз говорила в своих видео, да, что нужно, чтобы отболело. Вот период горевания должен пройти. Поэтому, да, это все хорошо, когда есть рядом близкие люди, которые поддержат вас, утешат, да. Но все равно это все не то, оно должно отболеть. Ведь когда мы скажем человеку, да не переживай, да было бы за кем переживать, но это ведь не успокоит никого, это еще больнее сделает, да. Ну, это как бы совсем не то, да. То есть у вас такой вот период, когда и жизнь с чистого листа начата, и в то же время вот вы еще как-то оглядываетесь назад. Вот все равно она не дает вам покоя, эта женщина. Вот не знаю, как ее посмотрим сейчас, тянет ли, но вас точно еще, вот знаете, какие-то отголоски, что ли, ну, тянет, не по-детски, но тянет. Так. Вот знаете, женщина, можно сказать, ну, купалась в деньгах. Извините, охрипла, пришла с работы, много наговорилась. Снова хриплю.
Я по работе просто много разговариваю, плюс еще видео приходится записывать, поэтому голос уже садится. Так, значит, женщина, которая очень любит деньги. Посмотрите, одни пентакли, пентакли с пентаклями. Женщина, которая вот у нас даже выпала королева пентаклей. Вот все материальное для нее главное. Вот материальное для нее в жизни это в приоритете просто. Понимаете, вот она такой человек, что она всегда считает, что она всегда права. Что бы она ни делала, что бы ни говорила, она всегда вот как-то так, знаете, обставит все обстоятельства, что вы еще и виноват окажетесь. Это может быть даже в каких-то мелочах, может быть, да, вот даже в быту, вот как-то вот она это все из мухи слона сделает, перекрутит, приукрасит, и в итоге вы еще и виноватым будете. Вот она любит деньги, и она всегда по жизни стремится жить в шоколаде в полном. Вот она старается делать все, чтобы у нее были деньги, подарки. Вот как-то она так, знаете, вот есть женщины, которые не умеют этого делать. Вот есть, может быть, вы удивитесь, но не все женщины умеют сдаивать с мужчин, выдаивать, выдавливать, да, подарки те же, да, вот как-то кому-то стыдно, кому-то гордость мешает, да, кто-то считает, что вот если мужчина захочет, он и сам даст там, или подарит подарок, да. А вот есть женщины вот такого вот склада, которые, вот знаете, они считают, что им все обязаны. Вот их должны засыпать подарками, деньгами. Вот весь мир должен крутиться вокруг них. Вот такая вот она красавица-богиня, да. Так, тянет ли ее к вам? Давайте посмотрим все-таки. Так, вы знаете, ее тянет. Конечно, она этого вам не скажет. Ее тянет, вот она живет прошлым, она живет воспоминаниями. Несмотря на то, что она меняет мужчин, а вот у нас четко дьявол выпал, мужчина она меняет, да. Она все равно вспоминает вас. Она вспоминает вот именно, знаете, вот свое состояние рядом с вами. Вспоминает те моменты хорошие, которые были. Может быть, в начале, там, да, у вас, как обычно, вот бывает, идиллия была. Она даже, знаете, вот иногда у нее бывают такие вот порывы написать вам, позвонить. Но она себя сдерживает. У кого-то из вас может проиграться, конечно, что и она не сдерживает, да, просто это общий расклад. Но порывы у нее есть. Вот хочет она иногда позвонить, просто, знаете, вот поболтать с вами, как со старым знакомым, вспомнить прошлое. Просто вот, знаете, иногда она тоже ведь снимает корону. Вот пусть даже будучи наедине сама с собой, но она иногда снимает ее. И вот ей хочется, знаете, вот расслабиться и вспомнить вместе с вами какие-то ваши хорошие минуты. Это, конечно, будет для вас удивительно, будет открытие после всего того, что она натворила, да, после того предательства, которое было, вообще после тех конфликтов, скандалов. Ну, то есть у нее вот ностальгия, знаете, вот ей, я не скажу, что тянет ее от большой любви к вам, нет, конечно, тем более, если срок уже прошел. Но вот, знаете, вот как-то вот глубоко в душе все равно сидят ваши отношения, ваше прошлое, тем более, если вас дети связывают. Она ностальгирует. Ей даже, знаете, ей подсознательно вот хотелось бы даже вернуть ваши отношения, но она прекрасно понимает, что она уже ничего не вернет, потому что она, в общем-то, понимает, что она виновата. Она понимает это. И вот знаете, что я вам скажу? Несмотря на то, что она меняет мужчин, да, вот, она себя чувствует одиноко. Вот ведь иметь рядом мужчину, это ведь еще не все, да. Ну, деньги это хорошо, постель это хорошо, да. Но когда вот в отношениях нет того тепла, вот именно какого-то духовного, вот, душевного родства,
Это все не то, это холодные, это пустые отношения. Я думаю, вы со мной будете согласны, да? Вот напишите в комментариях, согласны вы или нет, что должно быть вот родство душ какое-то, помимо материального, да? Даже на самой хорошей постели далеко не уедешь. Потому что, ну, это все надоедает, приедается, да, человек ко всему привыкает, даже к очень хорошему. Поэтому, несмотря ни на что, знаете, у нее такого особого счастья в жизни я не вижу. Вот она живет во внутреннем одиночестве, наверное, вот так я бы это назвала. Вот вроде бы и есть у нее и люди вокруг, и ухажеры, и все, но это вот, знаете, как одиночество в толпе. Нет у нее такого счастья. Вот она привыкла ради денег все делать в своей жизни, а счастья ведь как такового нету. Вот она даже, знаете, последнее время она даже от денег не получает особого удовольствия. Вот как-то совсем она загрустила, что ли, истосковалась. Да, вот видите, она ищет мужчин денежных. Она ищет их, когда деньги у них заканчиваются, она уходит. Потому что, ну а зачем, да, вот, ну любви нет, денег нет. И вот, ну как-то ей сейчас не очень хорошо. У нее сейчас даже кризисный период какой-то проигрывается. А ну давайте-ка уточним, из-за чего она страдает. Так, да, у нее сейчас вот в жизни какая-то вот тупиковая ситуация. Посмотрите, они очень хорошие карты. Плюс ее кто-то обманул. Возможно, даже из ее ухажеров кто-то обманул. Я не буду углубляться, мне как бы это особо и не интересно. Обманули, так обманули. То есть, либо же ее предали, либо обманули. Ну, какое-то вот разрушение по башне однозначно в ее жизни произошло. Потому, может быть, она, знаете, вот и загрустила, затасковала, и вас начала вспоминать. Вот у нее как-то не складывается жизнь так, как ей бы хотелось, да, вот она, может быть, думала, что она будет там с олигархами, да, вот зажигать, найдет обеспеченного мужа. Мужчины ее, в принципе, видят, они ее раскусывают. Любой нормальный мужчина, который имеет опыт, он прекрасно разбирается в женщинах. И он просто на раз-два чувствует и знает, где какая женщина и кто чем дышит, у кого какие приоритеты и ценности. Поэтому она, в принципе, осталась, ну, ни с чем. У нее сейчас, я бы сказала, такой очень черный, нехороший период. Она сейчас в такой в тупиковой ситуации. Она не знает, как ей жить дальше. У нее какие-то скандалы, да, у нее скандалы произошли. Скандалы, конфликты. У кого-то может даже проиграться проблемы финансовые у нее могут быть, да, проблемы по работе могут быть. То есть она за что боролась, на то и напоролась, понимаете? А теперь она, конечно, вот она вспоминает свою любовь. Она вспоминает, как она была с вами при деньгах, когда была любовь, да, забота, внимание, поддержка. Это все было. Она прекрасно это все помнит. А сейчас, когда у нее этого нет, ухажеры этого не дают, и она осталась в полнейшем таком, знаете, вот во внутреннем одиночестве. Я еще раз повторяю. Это одиночество в толпе, когда рядом есть вроде бы и мужчины, ухажеры какие-то, и люди, да, вокруг полно людей, но ей некомфортно, она чувствует себя просто одинокой и никому не нужной. Поэтому вот, я думаю, это, скорее всего, бумеранг свыше ей прилетел, если она так поступила с вами. Вселенная ей послала такую ситуацию, когда с ней поступают теперь точно так же. Когда и мужчины ее кидают, кого-то она кидает, да. Но мужчины, в общем-то, ее раскусывают. И она не нашла того олигарха, миллионера, о котором она мечтала. Она осталась вот, ну, с какими-то небольшими деньгами. Ну, в общем-то, как женщина, она не нужна. Ее просто пользуют. Просто ей пользуются, и приятного здесь мало. Поэтому, дорогие мужчины, ее тянет к вам иногда.
тянет, но на уровне, так знаете, воспоминаний, как было хорошо, вот в том плане, что вот какая я глупая была, что же я натворила, да, вот особенно это больно, когда женщины понимают, что своими руками счастье разрушили, это вдвойне больнее. Поэтому за что боролась, на то и напоролась. А теперь ее тянет. Ну что ж, поезд ушел. У вас теперь совсем другая история. С новой женщиной, в новых отношениях и с новым счастьем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!